Приветствую вас, друзья, в эфире «Геоэнергетика Инфо». С вами на связи Светлана Пикта и Борис Марцинкевич. Борис Леонидович, приветствую вас. Всем добрый день. Советники и союзники избранного президента США Дональда Трампа предупредили датских чиновников о серьезности намерений относительно покупки Гренландии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванных официальных лиц Дании. Борис Леонидович, кроме свободы для всего мира, как анонсировал Трамп в связи с покупкой Гренландии, какие еще выгоды она принесет США с точки зрения геоэнергетики? Знаете, наверное, я сегодня не буду касаться всего, что уже сказано многими комментаторами по поводу месторождения углеводородов, жидких и газообразных. Окунемся в то, что, слава богу, вашему поколению не знакомо в годы самой суровой холодной войны и действительно более чем реальной ядерной угрозы в одну и другую сторону. По поводу претензий Соединенных Штатов к территории Гренландии, чему сейчас возмущаются датские политики, и даже европейские позволяют себе рот открывать, основания есть, причем весьма и весьма серьезные. Отматываем энное количество лет назад, 1940 год. Оккупация Дании нацистской Германией. Гренландия на тот момент входит в состав Дании, то есть, соответственно, это тоже должна быть территория, оккупированная Германией. Но в 1941 году, в самом начале, посланник Дании в США, которого забыли отозвать, подписывает с Соединенными Штатами договор о совместной защите территории острова Гренландия. Соединенные Штаты распространяют доктрину Монро на эту территорию. Доктрина Монро, если совсем коротко, невмешательство европейских держав в дела континента Америка. Ну, или, если угодно, зона, свободная от влияния европейских держав. Континент Северная Америка, вот все вот так. Фактически с 1941 года контроль над островом Гренландия находился в руках США. Ну, так получилось. В 1943 году началось строительство базы Туле. Такое название. Не надо мне там ничего про нацизм. Вот они так назвали, так и назвали. На тот момент необходимость была, но не для ведения непосредственных боевых действий с немецким рейхом, а для сопровождения караванов ленд-лиза. То есть абсолютно по делу, поэтому, естественно, с нашей стороны никаких возражений не было. Товары по ленд-лизу шли в воюющий Советский Союз. Дальше 1949 год, создание НАТО, в состав которого Дания изначально вошла. В режиме Дэвида Копперфилда была база, которая приносила обоюдную пользу Соединенным Штатам и Советскому Союзу. Теперь это база НАТО. Быстренько вот так. В 1951 году парламенты Дании и вот двухпалатный парламент США ратифицируют договор об обороне острова, который был подписан в 1941 году, напоминаю. И дальше эта база расширяется, на нее выставляются стратегические бомбардировщики. К 1953 году в создание базы Туле было вложено 1,9 миллиарда долларов. Доллары образца 1953 года, ну, напомню, что вся атомная программа США, проект «Манхэттен», это что-то там около 2 миллиардов долларов и есть, то есть сопоставимая совершенно сумма. В 1951 году на территории Гренландии появляется армейский инженерный научный центр. Официальное заявление: будет исследоваться процесс адаптации человека к низкоотрицательным температурам, к существенно отрицательным температурам. Звучит прекрасно, но с учетом того, что у Соединенных Штатов есть такой штат, как Аляска, то зачем им Гренландия? Реально началась реализация проекта Iceman, ледяной червь, если угодно. Это сеть тоннелей под льдом Гренландии, напомню, толщина ледового панциря 2 километра. Планировалось 6 тысяч километров вот этих ледяных тоннелей, которые должны были вести к стартовым площадкам 600 штук ракет средней дальности с таким же названием «Айсман». Дальность полета 4000 километров, дальность полета 6100 километров. Мощность моноблочной боеголовки ядерной 2,4 мегатонны.
Если был бы полностью реализован проект этого ледяного червя, это были бы и железнодорожное соединение между стартовыми площадками ракет и телефонная связь. Телефонная связь – это не шутка. Можно, конечно, сейчас смотреть недоуменно на смартфон, но транзисторная техника и ядерный удар не очень сопоставимые вещи, то есть все было более чем серьезно. 60 командных пунктов должно было быть расположено, соответственно, 60 площадок, по 10 ракет на каждой. Ну, на мой взгляд, более чем достаточно. Друзья, YouTube блокирует. Возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. Строительство, реализация проекта стартовала в 1959 году. Да, в 1959-м городок на поверхности Кемп-Сенчури. С 60-го года началась прокладка тоннелей, и тогда же, в том же 60-м году, компания American Locomotive начала поставку очень специфического атомного реактора. Мощность 2 мегаватта электрической, 2 мегаватта тепловой, одноконтурный, то есть вода в активной зоне закипела, и вот прямо ее радиоактивные пары должны были отправлять на лопасти турбины с тем, чтобы получать электричество и тепло. Чем удивителен этот реактор, больше его никогда никто не делал. ПМ-2 он назывался. Обогащение урана по содержанию урана 93-го 93%. Ядерный уран ядерной частоты в качестве топлива для атомной электростанции, но больше никто такого не повторял. Замысловато достаточно. Проект не удался. Не удался, потому что тоннели... Не удалось справиться с Дедом Морозом, не удалось справиться с природой Гренландии. Скорость зарастания прорубленных во льду тоннелей новыми слоями льда 20 сантиметров с каждой стенки в год. Если длина тоннеля 6000 километров, понятно, что это бесконечная работа, соответственно, пришлось все это сворачивать. Так что будем считать, что нам повезло. Но это был тот уровень развития техники и технологии. Что такое снеговой панцирь? Это практически непроницаемая защита от спутникового наблюдения со всеми отсюда вытекающими. Так что там размышления по поводу свободы, демократии и прочего в пользу бедных. Ракеты средней дальности, из соглашения об ограничении которых Соединенные Штаты вышли, они сейчас выглядят несколько иначе, чем вот этот Айсман, немножко по-другому, и угроза будет более значительная. Чтобы было понятно, что такое реактор ПМ-2, обошелся он с учетом доставки и потом обратной транспортировки. Куда он делся дальше, я, например, никакой информации не нашел. Почти в 6 миллиардов долларов образца 61-62 годов. Не знаю, насколько там надо умножать, на 100, наверное, или где-то так. Вот, убрать они убрали, но уходили они, так чисто по-американски. Для нужд оборудования, которое прорубало тоннели, было завезено дизельное топливо в количестве 200 тысяч тонн. Радиоактивная вода, которая образовалась в результате работы реактора в количестве 178 тонн, просто остались на месте. Что такого-то? Глубина большая. Реактор был установлен на глубине 30 метров подо льдом. То есть, как бы на поверхность это попасть не должно, вреда экологии тоже быть не должно, но пусть в этом разбираются профессиональные гляциологи. Вот такая история. Будет ли она повторяться, в каком виде она будет повторяться, просто чтобы было о чем поразмышлять. Гренландия, конечно, нынешние рассказы о том, как она намерена обороняться от любых агрессивных действий при помощи 6 упряжек собак, это одно, а база Тулея и вот эта база Айсмана – это немножко другое, и те перспективы, которые имеются. Ну и раз уж мы про атомные дела заговорили, в 2013 году правительство Гренландии, пользуясь автономными правами, которые у него есть в составе Дании, сняло запрет на разработку урановых месторождений, на разведку и добычу, собственно говоря. Месторождение называется Кванефьельд.
Да, находится оно не на ледниковой части, то есть там, где территория свободна от льда, то есть работу можно начинать, собственно говоря, хоть сейчас. Лишь бы нашелся потенциальный инвестор. Потенциальный инвестор, я думаю, найден будет. Цены на уран пошли вверх, как известно. Немножечко в прошлом году припали, но тем не менее, если сравнивать с 2023 годом, цены выросли в 2 раза. Сейчас порядка $80 за фунт, там, в пересчете под $200 за килограмм, есть за что бороться. А о том, какого процентное содержание урана в Кванефельд, данных я не нашел, видимо, геологоразведку детальную не проводили, но содержание урановой руды в месторождении 3,5 миллиона тонн. Вот, собственно говоря, такая история по поводу свобод, демократии и борьбы за углеводороды. У меня почему-то есть подозрение, что речь вовсе не об углеводородах, и интерес заключается вовсе не в углеводородах. Понятно, что Варшавского договора нет, но если наш оператор покажет, как выглядит карта Гренландии по отношению к России, какие базы Северного морского флота, военно-морского флота закрывается все, что у нас есть на Кольском полуострове и в Архангельской области. Если опять будут установлены ракеты средней дальности. Но пока что карты показывают в случае покупки Гренландии полное доминирование США над арктическим регионом. Над арктическим регионом над всем не получится, но на нашей западной границе, так скажем, возникает некая дополнительная проблема. Эта проблема не касается моря Лаптевых, Чукотского моря, но тем не менее. Базы военно-морского флота, стратегические наши базы, находятся на Кольском полуострове. В том случае, если пойдет опять речь об установке ракет средней дальности, я повторюсь, что Соединенные Штаты из соглашения об ограничении их вышли, мы опять оказываемся на пороге той самой ядерной войны, о которой мне лично в школе рассказывали много, а вам, наверное, ничего. Нет, почему же? Новое, хорошо забытое старое. Мне тоже рассказывали, причем даже на уроках ОБЖ нам показывали схемы, где находится ядерное укрытие. Это сейчас, наверное, школьникам уже об этом не говорят. Я не знаю. Вот, разница между теми временами и вашими вегетарианскими, у нас все называлось так, как оно и должно называться. Начальная военная подготовка. Какие ОБЖ? Хватит, ребят. Давайте возвращаться к этим традициям. Это на самом деле не весело совершенно, но вот эти проекты, которые на том техническом уровне развития, которое имелось в начале 60-х годов, реализовать не удалось. Собственно говоря, при нынешнем уровне развития, метро в Соединенных Штатах строить точно умеют. Как пойдут дела в Гренландии, если покупка состоится или переуступка? Исторические основания для того, чтобы предъявлять такие претензии, есть. Звучит совершенно великолепно. Соединенные Штаты защитили Гренландию от немецкой оккупации во время Второй мировой войны. Вот попробуйте с этим бороться. Это действительно факт. Ничего с этим не сделаешь. То есть Трампу есть на что опираться. Он не просто так родственник его близкий туда прокатился, может быть, вот вспомнили, может быть, на базу Туле заехали, может, вот на ледяного червя взглянули. Остатки городка еще можно найти. Единственное, что я не знаю, занимаются глициологи исследованием вот этой емкости, куда слили дизельное топливо, куда слили радиоактивную воду, не будет ли там каких-то проблем, сказать сложно. С учетом того, что происходит сейчас в атомном мире, закон, который подписан был Байденом летом прошлого года о запрете поставок обогащенного уранового продукта из России, планы по утроению мощности атомной энергетики, разумеется, будут в обязательном порядке мысли о том, что необходимо месторождение урана. Здесь оно есть. Дания этим не занимается, поскольку после 2011 года, после катастрофы на атомной электростанции Фукусима, Япония отказалась от всех планов по атомной энергетике. Может быть, вернется, может быть, не вернется, но факт остается фактом. Правительство Гренландии в 2013 году все запреты на разведку, добычу урана сняло. То есть там уже законодательная база в полном порядке. Ну, подводя итог, какой мы можем подвести итог? Кроме того, что это очень сильная политическая карта для самого Трампа, благодаря которой ему простится очень многое, я так понимаю.
Ну, посмотрим, как будут развиваться события. Одно дело продекларировать, но если у Трампа есть действительно штат хороших юристов, то им зацепиться вот за этот договор о совместной обороне Гренландии образца 1941 года, ратифицировано правительствами, основания есть, будет это покупка, будет это переуступка прав или еще какой-то там вариант. Ну, можем посмотреть, но основания у него для этого есть. И, соответственно, у нас есть основания для тревоги, потому что какие бы там уступки где-нибудь в Северном Причерноморье в связи с этим не состоялись, это действительно прямая угроза для наших стратегических сил ядерной обороны на Кольском полуострове, на нашем северо-западе. Ничего хорошего я в этом не вижу. Спасибо, Борис Леонидович, за прекрасный комментарий. Друзья, мы ждем вас в наших эфирах. Пишите комментарии, подписывайтесь на наши соцсети. Все новое, хорошо забытое старое, лучше бы его забыть совсем в данном случае. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала – независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива, поиск спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным, поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на Sponsor.ru. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание.